Армянский язык. Очень загадочный язык, на котором говорят более 5 миллионов человек во всем мире, из них только 3 миллиона живут в Армении. На армянском говорят также в соседней Грузии и непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также его используют для общения многочисленная армянская диаспора во многих других регионах нашей планеты. Например, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область, Москва, Крым, Львов, Париж, Бейрут, Исфахан, Стамбул, Буэнос-Айрес, Монтевидео, Массачусетс и даже Калифорния, где есть своя маленькая Армения. История. На данный момент точно известно, что армянский язык является индоевропейским языком, хотя, конечно, он очень хорошо скрывается. До конца 19 века он считался языком иранской группы, но потом в 1875 году немецкий филолог Генрих Хюбшман посмотрел на него более внимательно и выделил его в отдельную ветвь индоевропейской семьи. Ближайшим живым родственником армянского считается греческий. Но и то, это родство очень далекое, так как пути этих языков, видимо, разошлись еще в третьем тысячелетии до нашей эры, а то и раньше. Вернемся снова к тому, что мы знаем точно. Мы знаем точно, что с 9 по 6 век до нашей эры территорию Армянского Нагорья занимало государство с очень круто звучащим названием Урарту. Есть серьезное основание полагать, что между названиями Урарту и Арарат есть какая-то связь. В этом государстве использовался урартский язык, который не относится ни к индоевропейским, ни к семитским. Потом это государство прекратило свое существование, и урартский язык вымер, но некоторые слова, возможно, продолжают свою жизнь в армянском, например, салор, сливы, или хархлель, уничтожить. Теперь еще раз вернемся к тому, что мы знаем точно. Перенесемся в 301 год нашей эры, когда Армения стала первым государством, принявшим христианство в качестве государственной религии. Они в этом плане обогнали всех, даже римлян. Но проблема была в том, что религиозные тексты тогда были на греческом и сирийском, а если их читать без перевода, то никто из местного населения ничего не сможет понять. А если пытаться их перевести на армянский, то надо использовать греческое письмо, которое не очень хорошо для этого подходит. Или еще какое-то письмо, о котором говорит епископ Даниил, о котором мы, к сожалению, ничего не знаем, кроме того, что оно тоже не подходит. Все-таки согласных в армянском довольно много, как их передать на письме? «Я знаю, как это сделать», — сказал в 405 году Месроп Маштос после поездки в Северную Месопотамию, где он изучал существовавшие на тот момент алфавиты разных народов. Он дал армянам 36 букв, и что после этого началось? На армянском начало создаваться столько рукописей и книг. В одном большом здании в Ереване, которое называется Матана-Даран, в переводе «хранилище рукописей», хранится лишь часть сохранившегося к всему моменту литературного фонда. Еще одну значительную часть литературного фонда можно найти в библиотеке на острове Венецианской лагуне, на территории монастыря ордена мхитаристов Армянской католической церкви. В XIX веке в головах армянских писателей возникла мысль, что грабар, книжный язык, это безусловно очень здорово, но есть ашхарабар, разговорный язык. Мы ведь сейчас на нем говорим, почему бы не начать писать на нем? Идея прекрасная, но вот только Армянское Нагорье разделено между двумя империями, османской и российской. И на этих территориях преобладают разные группы диалектов. Например, в западноармянской в настоящее время образуется с помощью частицы «г», а в восточноармянской с помощью суффикса «ум». И это еще не говоря о различиях в лексике. В общем, у армянского языка появились два литературных варианта – западноармянский и восточноармянский. Восточноармянский сейчас является официальным в Республике Армения. А вот что произошло с западным вариантом? В конце 19-го, в начале 20 века на территории Османской империи произошло то, что в армянском языке часто называется «мец егерен» – «великое злодеяние», тогда как в Турции до сих пор отрицается тот факт, что преследование армян было целенаправленным. Результатом этих событий в языковом плане стало то, что западноармянский язык распространился в существенно возросшей армянской диаспоре и почти перестал использоваться на территории нынешней Восточной Турции. Остались ли еще армяне в Турции? Ответ – да. Во-первых, в 1939 году в состав Турции вошло государство Хатай с очень пестрой в этническом плане территорией. Жители многих нетурецких деревень Хатая тогда подумали: ой-ой-ой, как-то это не очень здорово, мы уходим. Но жители деревни Вакафлы приняли решение остаться, и на сегодняшний день это единственный армянский населенный пункт в Турции. Во-вторых, есть амшенцы, представляющие собой смешанную армяно-турецкую этническую группу и преимущественно исповедующие ислам. В-третьих, существуют криптоармяне, то есть армяне, скрывающие свое происхождение, численность которых, естественно, невозможно точно установить. Алфавит и фонетика. В мире всего 4 алфавита, в которых различается внешний вид строчных и прописных букв: кириллица, латиница, греческий алфавит и армянский алфавит. В армянском алфавите 38 букв. К 36 буквам, предложенным создателем алфавита Месропом Маштоцем, были добавлены еще 2. Сходство алфавита с греческим проявляется не только в порядке букв, но и, например, в том, что для обозначения звука «у» используются 2 символа. Посмотрим на особенности системы согласных. Мы привыкли к системе пар согласных, глухие и звонкие, но тут у нас есть 5 троек согласных, состоящих из звонкого звука, глухого звука и глухого звука с придыханием. То есть помимо обыкновенных глухих КПТЧЦ, есть еще и придыхательные КПТЧЦ. Но так дела обстоят в восточноармянском, а тогда как в западноармянском в этой системе произошел сдвиг, из-за которого буквы в первом столбце стали читаться как глухие с придыханием, а буквы во втором столбце как звонкие.
Поэтому, глядя, к примеру, на это имя, еще надо подумать, как оно читается – Петрос или Бедрос. Часто, хотя и не всегда, эти две буквы в начале слова читаются не так, как в середине или в конце слова. Например, эти слова произносятся как ворушум и ереко, то есть в начале слова появляются еще звуки в и й соответственно. Также сочетание этих букв, которые произносятся как эв или ев, обычно записывается так, а примером может послужить очень символичная фраза «Барев Ереван». Нередко в армянском слове несколько согласных букв оказываются записанными подряд, как в этом мужском имени, которое означает «креститель», и где подряд 4 согласных. Но на самом деле они разбиваются в речи звуком «мыкртич», поэтому и образованная от этого имени армянская фамилия произносится отнюдь не так резко, как мы привыкли – «мыкрчан». Армянский язык отличается от всех остальных языков мира не только уникальным алфавитом, но и очень своеобразными правилами пунктуации. В конце любого предложения стоят две точки. Этот знак в армянском называется «верджакет». Прос обозначается специальным знаком, который называется «арцакан-нишан», и ставится даже не рядом с вопросительным словом, а непосредственно рядом с последней гласной в слове. То же самое справедливо и для тех предложений, где мы бы поставили в конце восклицательный знак. Там используется «бацакан-чакан-нишан». Грамматика. Множественное число существительных образуется прибавлением «р» к односложному слову «сарер» — «горы» и прибавлением «нер» к многосложному «шнурак-халутюн-нер» — «благодарности». Кстати, суффикс «утюн» очень популярен в армянском языке и используется для образования собирательных и абстрактных существительных, а само слово «шнурак-халутюн» не только обозначает благодарность, но и является наиболее распространенным способом эту благодарность выразить. Что же касается глаголов, то тут все очень стройно и красиво. В настоящее время образуется с помощью причастия на ум с присоединением соответствующей личной формы глагола «быть». В третьем лице единственном числе вместо литературного довольно часто говорят что характерно для многих диалектов армянского, в том числе и для ереванского диалекта. Если же надо поговорить о прошлом, то можно перейти ко второму набору личных форм глагола «быть». А дальше можно использовать эти два набора личных форм и просто подставлять разные причастия, образованные от корня смыслового глагола. И все. Таким простым способом можно получить огромное количество временных форм. А для отрицания используется префикс «ч». Вот пример. «Узумем дарнал миллионатер» – «хочу стать миллионером». «Чем узум дарнал миллионатер» – «я не хочу становиться миллионером, я достиг просветления, и мне больше не нужны деньги». Лексика. Армянский язык относится к индоевропейской семье, хотя он прибегает к таким изощренным методам маскировки, что периодически начинаешь в этом сомневаться. Взять хотя бы числительные. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ek, du, tin, enas, rio, tria, mek, yerku, yerek. Более того, когда большинство языков Европы, и не только, впитывало в себя слова из древнегреческого и латыни, связанные с развитием общества, армянский решил в этом не участвовать и своими силами создать слова для таких понятий, как школа, депроц, полиция, востиканутюн или республика, анрапетутюн. И таким образом богатый и яркий армянский язык стал еще более загадочным, сохранив свои уникальные черты, несущие в себе память нескольких тысячелетий. Учите армянский. Сорек Айрен.